привет! Я вот тут с утра встал, 1500 раз отжался, и мне в связи с этим пришла в голову идея сумасшедшая. Устроить столкновение между будущим и прошлым, между электричеством и бензиновой мощью. Ну, правда, естественно, все умеренно. Это, ребят, у нас гибридный Fit. Да, гибридный Fit свежего поколения последнего. Такой прям новенький такой тачан. У меня про него есть отдельное видео, полное обзорное на канале. Ссылка будет в описании. И бензиновую мощь представляет в этом видео сотый Чайзер. Правда, конечно же, на 1G, на 2-литровом, на бимсе. Ну, естественно, вы же понимаете, что я не мог поставить с фитом турбовика. Но это что будет за избиение младенцев? Мы хотим увидеть какие-то реальные результаты. Я прекрасно знаю, что гибридные тачки довольно-таки шустрые, особенно свежие. Поэтому я считаю, это вполне нормальный соперник, особенно если учесть, что эта машина на механике. Ну, конечно, здесь есть минус в виде не очень хорошей зимней резины, но я, ребят, об этом позабочусь. Мы дадим этой машине зацепа. Я решил двушечки сделать бонус для хорошего зацепа. Как видите, у меня сейчас здесь есть абсолютно свежая резина, прям новая, вот с пипочками, с пимпочками. Вот такая вот замечательная. Правда, она, конечно, на обычные стоковые шестнашечки. Эту резину мы уже испытывали в прошлом году на Lancer Evolution. Ссылка на видео будет в описании. Она себя показала очень замечательно, я вам так скажу, прочная, выносливая резина для российских условий. Ну, я думаю, естественно, для того, чтобы вальнуть на заднем приводе, тоже сгодится, я думаю, явно не ушатается. Согласитесь, когда покрышка стоит, ну не знаю, там 2300, 2500 за колесо, да, допустим, это, по-моему, очень даже нормальная цена. Абсолютно не жалко для любых испытаний, я так скажу. Вот мой друг на Evolution проездил сезон спокойно, усиленные вот эти боковины действительно себя неплохо показали, где он только на ней не валил. Ну и, кстати говоря, к новой резине я привез еще кое-что с собой. Сегодня морковка будет валить еще и на кованых дисках. Я говорю, я старт трасса, она... Ты на старте корпуса 3 профукал, да? а потом такой вот-та-та-та-та-та. Со старта Да я так и говорю, я так и, можешь, я тебе так и писал, что так и будет. Давай сейчас еще разочек для как бы для они сейчас подтверждения. наравне результата. поедут, скорее всего. Ну вот и посмотрим. Воткнет, они поедут наравне. Честно скажу, я болел за морковку, я ей помог, но этого оказалось все-таки недостаточно. Как-никак гибриды, ну реально классно едут, хотя, ну, в цифрах, конечно, разгон действительно обычный. То есть, как вы помните из того ролика, там 9 секунд примерно там с небольшим. То есть, по факту, я не помню, по-моему, 9,4 у нас самый лучший вариант там получался. Но здесь зато было прям четко заметно, что Fit обходит буквально только вот, ну, уже на больших скоростях. То есть старта у него как не было, так и нету, короче. Я прямо рад, честно говоря, что благодаря свежей резе мы получили хотя бы более-менее нормальный зацеп на морковке, и он так прямо вот-та-та-та-та, так прямо четенько стартовал. Кстати говоря, ролик про Марк, наша первая художественная попытка, хоть и была активно закакана комментаторами, набирает и набирает обороты. Это все-таки, я считаю, удачный опыт. Я буду продолжать, чтобы вы не писали. Я еще обязательно что-нибудь такое попробую как-нибудь. Но из сегодняшнего
приключения, я делаю вывод, что походу придется нам поставить фита с 2,5 марком, чтобы 200 уже лошадей прям наконец показали, кто здесь хозяин, запах бензина и жженой резины, а не экология там и прочее. А то на данный момент, знаете, помните, как есть серия в Южном парке, когда все люди пересели на гибриды и поползло облако пафоса над городом. Достойный соперник фиту был найден. 2,5 морковка уже здесь. Не так-то было просто. Вот этот кусочек ролика снимается уже неделю спустя, потому что водители атмосферных морковок довольно-таки осторожно относятся к подобным машинкам, типа вот этого гибридного фита. Ведь вы знаете, всегда есть вероятность, что твоя любимая гонка окажется, ну, по факту не совсем гонкой, а проиграть малолитражке, марку. Но это как-то, наверное, не прикольно, да, согласитесь? Поэтому они были несговорчивые, хотя обычно ребята-марководы довольно-таки активные, на любые кипиши согласны, их легко вот привлечь в какую-нибудь интересную автомобильную движуху. Кстати, вы заметили, наверное, что я обычно любые маркообразные называю морковками, это у меня уже нарицательное вошло. Я же не из тех фанатов, которые прямо стишки рассказывают про эти тачки. О, Чайзер, свет моих очей. Люблю тебя, не могу спать ночей. Вы не смейтесь. Не смейтесь, легенда вообще-то. Ну-ка, не надо смеяться. У фита, конечно, есть большое преимущество, что он все-таки машина легкая. Ну вот знаете, конечно, гибриды вот такие, это, конечно, прикольно, да, на повседнев особенно. Но знаете, ребят, это будет всегда просто обычная повседневная машина. Ну вот даже она в любом случае будет переднеприводная. Вас все равно будут за глаза, по крайней мере, называть бескарданным. Ну вот меня называют. Бывает. Вот у нас гордая морковка со свежим движком. Ну вы понимаете, что это значит. Небольшой пробег у этого мотора, чуть там в районе 60 тысяч, так что я думаю вполне честно. Свеженький гибридный фит и морковка со свеженьким пока еще движком. 2,5 у нас уже на автомате. Ну мы, конечно, имеем здесь кнопочку Power, но я теперь уже возлагаю надежды на фита, что он хоть что-нибудь сможет противопоставить 2,5 литрам. Ну, что-нибудь хотя бы. Да, что-то могет. Да нет, вот конечно. ему бы старт, вот ему бы старт. Я Да? говорю, я прошью его и потом посмотрим. Очевидно, гибрид могет. Конечно, мы его заклевали все-таки объемом, да, но как-никак вы понимаете, что он, даже соревнуясь с VVTi-ным 2,5 мотором 200 лошадиных сил, он может что-то ему противопоставить, даже, ну хотя и только сходу, конечно, да, старт у него реально никакой. Я уверен, подождите еще годок-другой, ну может быть лет 5, и все мы начнем усиленно пересаживаться на такие тачки. Ну, согласитесь, ну ведь правда приятно, когда машина ест мало бензина, а едет быстро, ну, по крайней мере, достойно. Особенно если, я думаю, это был бы не фит маленький, а если это был бы гибридный Lexus, например, то там бы вообще прям все было бы очень круто. Ну, поживем, увидим, что ты скажешь.
Подписывайтесь на канал, делайте репосты в соцсети, все ссылки есть в описании, самое главное из них на мой инстаграм, и, конечно же, аккаунты Drive 2 тоже будут всех участников, у кого есть, по крайней мере. Всем пока!